Всем здравствуйте! Вы на канале Любовь Вязание и меня зовут Любовь. Сегодня предлагаю вам связать вот такого красивого малыша в таком комбинезончику. Вот как смотрится. У этого малыша вывязываем ручки, вяжем ножки, туловище, ввязываются ручки, вяжем голову. Отдельно вывязываем капюшон, отдельно ушки, и это все пришивается. Капюшончик съемный. Здесь сделала вот такие волосики, ушки, и получается такой милый малыш. По сантиметрам эта игрушка 13 сантиметров. Я замеряла без учета ушек. По такой схеме мы с вами уже вязали несколько игрушек. Вот такую белочку. Мастер-класс у меня уже есть на канале. Вот она с желудем. Также вязали такую козочку красивую. И связали вот такого слоника. Также у меня есть мастер-классы на зайчика и на котика. Все ссылки я оставлю под этим видео. Переходите и вяжите, если вам понравились такие игрушки. А сегодня будем с вами вязать вот такого красивого малыша. Для этой игрушки я использовала плюшевую пряжу. Вот она. 100 граммах 120 метров, и крючком вязала 4 миллиметра. Давайте вместе с вами будем вязать вот такую красоту. Свяжем ручки, берем цвет тела, делаем кольцо амигуруми, ввязываем сюда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик не до конца. Берем цвет одежды и завершаем цветом одежды. И далее продолжаем вязать 2, 3 и 4 ряды цветом одежды. Эти два хвостика связываем на 2 узелка. И вот получилось 4 ряда. 1, 2, 3, 4. По 6 столбиков. Ручку я не наполняю. Складываем пополам и провязываем за обе стенки 3 столбика. 1, 2, 3. Ниточку отрезаем коротенькую, так как ручки будем вязывать. Получаются такие ручки. Теперь начинаем вязать ножки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. Вяжем их до конца ряда. Третий ряд. 1 столбик. Следующий прибавка. Повторяем так 3 раза. В конце третьего ряда 9 столбиков. Получается такая ножка. У одной ножки отрезаем нить, у второй не отрезаем. И следующий 9 ряд нужно провязать 9 столбиков по одной ножке и 9 по второй. Вот, соединяем. Так, первый столбик,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали по одной ножке. Теперь нужно перейти на вторую ножку, чтобы не было дырочек. Из этого же столбика достали вот петельку на крючок, переходим на вторую ножку и провязываем все эти петельки. Это первый столбик по второй ножке. 1, 2, 3. У меня нить закончилась, то я вот дополняю. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В четвертом ряду 18 столбиков. Пятый ряд. Начинаем с прибавки. Прибавка. Теперь вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И повторяем второй раз. Прибавка 8 столбиков. В конце пятого ряда 20 столбиков. По 20 столбиков провязали 6 и 7 ряды. 8 ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и убавка. Так, по бокам будем делать убавки. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. И еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В конце 8 ряда 18 столбиков. 9 ряд ввязываем ручки. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Берем первую ручку, провязываем 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2 и 3. Вы смотрите по своей плотности вязания. Это всегда повторяю во всех своих видео, потому что у всех разная плотность вязания, и у нас может не совпадать вместе с вами вот количество петель, и ручка будет уже располагаться не в том месте. Так что вы просчитываете все индивидуально. Теперь 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ручку. 3 столбика со второй ручкой. 1, 2 и 3. И довязываем 2 столбика. 1, 2. В конце 9 ряда 18 столбиков. Немного наполнили наполнителем. 10 ряд. 1 столбик. Следующий убавка.
Повторяем 6 раз, в конце 10 ряда 12 столбиков. Вот в последнем столбике 10 ряда я нить отрезала и меняем на цвет тела. Эти два хвостика завяжем на 2 узелка, и 11 ряд это 12 прибавок. Вяжем так до конца ряда, и в конце 11 ряда будет 24 столбика. 12 ряд вяжем 3 столбика, 1, 2, одеваем маркер, 3 и прибавка. В конце 12 ряда будет 30 столбиков. Повторяем так 6 раз. По 30 столбиков провязали 13, 14 и 15 ряды. Теперь 16 ряд, 3 столбика, убавка. 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 16 ряда 24 столбика. 17 ряд, 24 столбика. Вставила глазки на безопасном креплении, они 12 миллиметров, расположены между 15-16 рядами и между глазками 6 столбиков. Следующий 18 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз, в конце 18 ряда 18 столбиков. 19 ряд, 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз, в конце 19 ряда 12 столбиков. 20 ряд, 6 убавлений. Прячем вверху дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали, и затянули. Вводим иголку в середину, выводим ее вот сбоку. Теперь сделаем утяжку. Я беру полухлопковую пряжу джинс Ярнард, ввожу иголку внизу головы и выводим в уголочек глазика. Хвостик оставила снизу, перехожу на второй уголок этого же глаза и вывожу через один столбик внизу от ниточки, которую оставила. Точно так же делаю со вторым глазом. Теперь будем подтягивать эти ниточки. Завязываем на узелок. 1, перехожу на второй глаз. Смотрю, чтобы утяжка была одинаковая. Завязываю по второму узелку и прячем эти ниточки в середину изделия. И сейчас вывяжем ушки. Вот я отметила булавкой, где будут располагаться ушки. Присоединяю пряжу. И провязываю столбик без накида. Перехожу за следующий столбик и тоже вывязываю столбик без накида. И делаем соединительную петлю. Ниточку отрезаем.
и прячем в середину. Вот получается такое ушко. И с другой стороны вывязываем также. Вот такие ушки получились, когда уже спрятали ниточки. Теперь беру вот нить и буду вышивать носик. И сделаю так вот несколько стежков. 1, и вот так 2 стежка. И теперь вывожу иголку сюда, где оставила ниточку, завяжу на 2 узелка и спрячу в середину изделия. Вот оформила такое личико, вышила ротик, реснички и бровки. И теперь свяжем капюшон. Для этого берем цвет одежды, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. И в конце ряда получится 16 столбиков. Третий ряд 1 столбик, следующий прибавка. Повторяем 8 раз, в конце третьего ряда 24 столбика. Четвертый ряд 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 6 раз, в конце четвертого ряда 30 столбиков. Пятый ряд 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем 6 раз, в конце пятого ряда 36 столбиков. Вяжем 6-й ряд и провязываем 30 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 6 столбиков не довязываем. Берем игрушку и показываю. Вот в этом месте будем пришивать капюшон к игрушке. Примеряйте, как вам такое расстояние, достаточно ли вам 6 столбиков оставить недовязанными. И теперь вяжем 7-й ряд. Сделали воздушную петлю для подъема, развернули вязание и вяжем 30 столбиков без накида до маркера. Вот снимаем маркер, довязали 30 столбик. Воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем 30 столбиков без накида, это 8-й ряд.
довязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда, воздушная петля, разворачиваем вязание, 9 ряд, 30 столбиков без накида. Довязываем до конца ряда. Еще воздушная петля, развернули вязание, 10 ряд, 30 столбиков. Довязываем до конца ряда. И вот ниточку отрезаем, получается вот такой капюшон. Вы по ходу вязания, когда вяжете, примеряйте к своей игрушке, возможно, вам нужно добавить еще один ряд. Ну, для моей игрушки достаточно. Вот. Если у вас другая плотность вязания, то может немного не совпадать расчеты. И теперь вот так одеваем. Можно приколоть здесь булавкой. Оставили нить для пришивания. И вот теперь буду пришивать. Видите, там, где на переход, там, где заканчивается комбинезончик, вот туда ввожу иголку, ниточку подтянула. Теперь вот так за столбики на капюшоне. Снова за столбики на самой игрушке. Теперь столбики на капюшоне. И столбики на капюшоне. И вот так пришивайте по кругу. И потом можно закрепить ниточку и спрятать в середину изделия. Вот получился такой капюшончик, когда пришили его. Я еще одела вот такую пустышку. Девать так в ротик не буду, потому что здесь он вышит, а просто как декор. И вот так капюшончик снимается. Вот. И здесь можно еще вывязать волосики. Вот я возьму желтую пряжу. Вот где-то вот здесь на макушке. Так, будем присоединять. Так вот присоединили. Немного поближе сделаю вот здесь. И теперь вот вытягиваю петелечку. Вот где-то вот сантиметра 1,5 получается такая петелька у меня. Теперь рядышком снова вот захватываем рабочую нить и через эту петельку вытягиваем рабочую нить такой же длины. 2. И еще вот рядышком сделаю. Захватила рабочую нить.
И через нее протягиваем через эту петелечку. Можно сделать еще четвертую. Можно оставить так, можно вот сзади еще сделать второй ряд, несколько таких петелек вытянутых. Еще одна. И третью. Впереди сделала 4, а во втором ряду сделала 3. Вот такие будут волосики. Теперь здесь вот эту нить можно вот перевести вместе с этим хвостиком, завязать на 2 узелочка. Так. Так вот переведу. Вот. Завязываем на 2 хвостика, на 2 узелка. И прячем их в середину изделия. И вот получились такие волосики. Теперь, когда одевать капюшончик, то впереди вот так видно такую челочку. Свяжем еще ушки на капюшончик. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Первый ряд 5 столбиков. Делаем воздушную петлю для подъема, разворачиваем вязание, и в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю по прибавке. Всего будет 5 прибавок и 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот получается такое ушко. Отрезаем ниточку подлиннее, так как ушки будем пришивать. Вот получаются такие ушки. Прикрепила ушко к капюшончику. У меня это получается вот 1, 2, 3 ряд. И буду пришивать вот за столбики на капюшоне. Можно даже сделать такой легкой дугой, чтобы было. Теперь вот за столбики на самом ушке. Если дугой, то переходите вот на следующий ряд теперь. Тоже вот за капюшончик, за столбики на ушках. И вот так пришиваем одно ушко, делаем узелок, и потом переходим, пришиваем второе. И вот ушки пришиты на капюшончику, игрушка готова. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!